Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами о том, как не заразиться коронавирусом, а точнее, как снизить эту вероятность до минимума. И я вижу, что на этой почве многие жулики расправили крылья. Например, сегодня мне несколько раз в Инстаграме попадалась реклама каких-то бейджей, исцеляющих, извергающих из себя какую-то защиту. И это какие-то инстаграмеры с огромной аудиторией это рекламируют и рассказывают о том, что это может как-то защитить. Народ какие-то делает себе амулеты, толчет какой-то чеснок с имбирем, еще что-то. То есть какие-то заклинания. Это благодатная почва для всяких жуликов, для заблуждений, которые плодятся там намного лучше, чем вирусы. Сегодня я хотел бы рассказать вам, как передается коронавирус на самом деле. Для того, чтобы вы это поняли, если вы до сих пор это не знаете, для того, чтобы вы могли уберечь себя, своих близких, чтобы вас не развели какие-нибудь жулики, чтобы вы были в максимальной безопасности. Сразу скажу, что перед тем, как записать этот ролик, я изучил мнение врачей, которые сейчас занимаются проблемой коронавируса, я прочитал медицинские исследования. Все ссылочки на источники информации, они будут в описании к этому ролику, то есть это не какое-то мое там мнение, да? Это мнение врачей, это мнение профессиональных врачей, кто столкнулся с этой проблемой и кто понимает, как с ней бороться. Многим кажется, что болезнь преимущественно передается воздушно-капельным путем при контакте с зараженными. Условно говоря, если вы дышите с заболевшим одним воздухом, то вы рискуете заболеть. Но если вы поспрашиваете врачей, то они скажут вам, что таким способом заражается минимальное количество людей. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев вирус распространяется совсем другим способом. Около недели назад нью-йоркский врач Дэвид Прайс записал видео, в котором он рассказал, как именно передается болезнь и как мы можем от нее защититься. То, как вы заражаетесь, как распространяется вирус, это практически всегда прикосновение рук к лицу. Вирус проникает либо через глаза, либо через нос, либо через рот. Также есть мысль, что можно заразиться воздушно-капельным путем, что вирус может висеть в воздухе. Но сейчас уже стало понятно, что для этого нужно находиться в долгом и непрерывном контакте с зараженным. Это от 15 до 30 минут в опасной среде, такой как очень тесная комната, без защиты на лице. Можно с уверенностью сказать, что подавляющее большинство людей заражается физически, контактируя с заболевшим или переносчиком болезни, и затем трогая свое лицо. Самое важное, что вам нужно понимать. Основной путь заражения – это когда вы трогаете поверхности, на которых возбудитель болезни есть, а затем прикасаетесь к своему лицу. Это самое главное. Зная это, вы можете легко обезопасить себя и практически исключить возможность заражения. Для этого всего лишь нужно соблюдать несколько важных правил. Итак, первое. Следите за тем, к чему вы прикасаетесь. Это самое главное. В обычное время вы можете даже не замечать, что вы постоянно трогаете десятки разных поверхностей в общественных местах. Вы беретесь за перила, вы прикасаетесь к дверям, кладете руки на стол, на подлокотник, вы двигаете стулья, вы берете в руки предметы, какие-то продукты в магазине и так далее. Нужно осознать, что сейчас все это без преувеличения может быть смертельно опасно. И если у вас есть возможность что-то не трогать, то не трогайте. Потому что если до вас эту же поверхность потрогал, с ней контактировал переносчик болезни, то вирус неизбежно окажется на ваших руках. Второй пункт. Постоянно мойте руки с мылом и обрабатывайте их антисептическим средством. Это правило вытекает из первого. Еще раз, ваши руки – это главный путь, по которому вирус может проникнуть в ваш организм. Именно поэтому так важно следить за их чистотой. Обрабатывайте и мойте и обрабатывайте руки каждый раз после того, как вы открыли дверь, нажали кнопку в лифте, забрали пакет с едой у курьера, взяли что-то с полки в магазине, схватились за поручень в автобусе и так далее. Обрабатывайте и мойте руки при любой возможности. Третье. Не трогайте лицо. Чем меньше вы прикасаетесь к своему лицу, тем меньше вероятность заразиться. Многие трогают лицо совершенно неосознанно, поэтому отучиться будет сложно. Но это абсолютно необходимо сделать сейчас. Не подпирайте подбородок, когда сидите за компьютером. Не чешите нос, даже если очень хочется. Не трите глаза. Потому что если в этот момент на ваших руках будет возбудитель коронавируса, то вы гарантированно заболеете. Если вы носите очки, вам приходится поправлять их время от времени, пожалуйста, не забывайте дезинфицировать очки, так же, как вы дезинфицируете свои руки. Четвертое.
Многие люди считают, что основной путь заражения коронавирусом — это воздушно-капельный, да, если вы с кем-то пообщались, поэтому они носят маски и думают, что маска их 100% защитит. Это не так, про это уже много говорилось. Медицинская маска защитить вас не может. Это уже было сказано ранее, что шансы, что вы заразитесь воздушно-капельным путем, крайне малы. Потому что основной путь, еще раз, заражения — это через поверхности. Поэтому от заражения маска вас не спасет. Маску рекомендуется носить совсем по другим причинам. Она полезна только в том случае, если вы сами болеете и не хотите распространять вирус вокруг себя в процессе чихания и кашля. С учетом того, что болезнь может протекать бессимптомно, многие врачи советуют носить барьерную защиту на лице абсолютно всем. Просто на тот случай, если вы болеете, но еще не знаете об этом. Причем речь тут идет не о медицинских масках и респираторах, а об обычных шарфах или самодельных тканевых повязках на лицо. Я вот, например, использую для этого такие вот баф, есть такие шарфики, которые можно на лицо надеть и все. Главное, не забывайте их регулярно стирать и обрабатывать паром. А медицинские маски и респираторы оставьте врачам. Их очень не хватает сейчас врачам, кому они действительно нужны и реально больным. Вам же, если вы не контактируете постоянно с источником коронавируса, там, других инфекций, вам маска не нужна. Если вы не умеете правильно ее носить, вам маска не нужна. Достаточно шарфа или любой там тканевой повязки на лицо. Пятый пункт. Часто можно увидеть, как люди начинают надевать одноразовые перчатки. Так вот, друзья, одноразовые перчатки не нужны. Вирус не может проникнуть в ваш организм через кожу рук. Поэтому защищать кожу рук перчатками не имеет никакого смысла. Даже в перчатках у вас по-прежнему будет возможность прикасаться к зараженным поверхностям, а затем трогать свое лицо. Поэтому риск заболеть они никак не снижают. Скорее наоборот, перчатки дают вам ощущение ложной безопасности, они усыпляют вашу бдительность. Вместо того, чтобы множить мусор и создавать дополнительные источники заражения, просто соблюдайте первые 3 правила. По минимуму прикасайтесь к разным поверхностям, постоянно дезинфицируйте руки и не трогайте лицо. Перчатки вам могут пригодиться только в том случае, если вы вынуждены пойти что-то трогать, и потом у вас нет возможности руки продезинфицировать. Тогда вы можете иметь какой-то набор перчаток, например, если вы по работе должны с чем-то контактировать, да, и у вас нету дезинфектора. Вы в перчатках там что-то делаете, потом аккуратно, правильно снимаете перчатки, и у вас руки там чистые. В остальных случаях перчатки вам не нужны. 6-й пункт. Не вступайте в тесный контакт с другими людьми. Забудьте про объятия, дружеские поцелуи в щеку и рукопожатия хотя бы на время пандемии. Вы не можете знать, насколько чистые руки у вашего собеседника и насколько внимательно он следит за тем, чтобы не трогать грязными руками свое лицо. Чем меньше ваше лицо и руки будут вступать в прямой контакт с потенциально опасными поверхностями, тем меньше шансов у вас заразиться. 7. Проводите дома влажную уборку. Дезинфицируйте поверхности. Это касается дверных ручек, дверей шкафов, холодильника, столов, стульев, телефонов, планшетов и так далее. Регулярно протирайте все это антисептическим раствором или спиртовыми салфетками, особенно после того, как вы пришли с улицы, разделись и разобрали покупки. Я вот дома использую, у меня есть такой вот спрей, это антисептический спрей спиртовой, который я использую для обработки поверхности, то есть им удобно там технику обрабатывать, да, телефоны, еще что-то. Им удобно обрабатывать одежду. Также я этим спреем обрабатываю, когда мне курьер приносит пакеты, еду, продукты. Я не знаю, кто трогал эти продукты, я не знаю, кто трогал эти пакеты. Поэтому все, что мне приносят курьеры, я сразу обрабатываю спреем, он просто стоит в коридоре, и вот очень удобно. А для рук у меня есть такой вот антисептик. Я купил себе большую такую канистру. Оптом получается не очень дорого, где-то 1000 рублей за литр. Ее хватает очень надолго, и в такие вот маленькие флакончики я просто доливаю и использую вот хороший антисептик себе на руки, всегда есть у меня в кармане. 8-й пункт. Друзья, бросайте курить. Бросайте курить. Если раньше у вас не было повода, то сейчас этот повод появился. Во-первых, для того, чтобы минимизировать контакт рук с лицом, потому что когда вы курите, вы можете задеть лицо, а это опасно. Во-вторых, затем, чтобы повысить свои шансы на выживание в случае, если вы все-таки заразитесь. Исследования респираторных вирусов показали, что курение увеличивает скорость передачи инфекций и тяжесть протекания болезни. Это в полной мере может относиться к коронавирусу. По предварительным данным, смертность курильщиков от коронавирусов в 2,5 раза выше, чем у тех, кто никогда не курил. И это, кстати, могло бы объяснить, почему смертность среди мужчин выше, чем среди женщин. Пока еще рано делать окончательные выводы, но это как минимум повод задуматься и избавиться от вредной привычки. Ну и последний пункт – кончайте бухать. Многие сейчас сидят дома на изоляции, скучно. Я вижу, что по статистике продажи алкоголя просто бьют все рекорды. Друзья, ваш организм
в случае чего должен сражаться с вирусами. У вас должен быть хороший иммунитет. Если вы заболеете, вам нужны силы. Пожалуйста, не тратьте силы, не отвлекайте ресурсы своего организма на борьбу с ядом и интоксикацией. Не нужно в себя вливать яд, чтобы потом ваш организм с этим боролся. Ослабленный организм сейчас вам точно не нужен. Я надеюсь, вы все будете здоровы, все у вас будет хорошо. Друзья, еще раз, не трогаем ничего, моем руки, не трогаем лицо. Возможно, кому-то это поможет и сохранит здоровье, а может быть даже и жизнь. На этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в новом ролике. Всем пока, берегите себя.